Привет, меня зовут Соня, и это канал Sony Create. В этом видео я покажу, как сделать фоновые полотна для ваших видео и фотографий. Я сделала два холста, один розовый и второй серый. Их размер примерно 2 метра на 1,5. Нам понадобится всего 3 материала. Ткань, грунтовка, я использовала клей ПВА, мне понадобилось на один холст пол-литра, и акриловая краска. На один холст я взяла 1 литр белой краски, а потом добавляла в него немного цветного акрила. А теперь приступим к созданию. Расстилаю защитную пленку. Вместо нее можно использовать бумагу или газеты. Раскладываем ткань. Начинаем грунтовать. Чтобы клей ПВА был более жидкий, разбавляю его немного водой. Покрываю ткань клеем с помощью кисточки. Хорошо грунтуем, пропитываем полотно. Ждем высыхания, примерно 12 часов. Теперь материал стал более жесткий и хорошо держит форму. Далее берем краску. У меня строительная акриловая краска для фасадов. Перемешиваем ее для однородности. И покрываем холст. Just as long as I'm in company, I just need a little time. I promise you that I'm just fine. Don't feel sorry for me, but if I have space to think, I start to notice what I'm missing. Back to my love. Gotta know me before I know what I want. I'm back to my love. Через 4 часа у меня краска уже высохла. Следующий слой будет основным цветом. Добавляем желаемый цвет к основе до нужного оттенка и хорошо перемешиваем. Снова наносим равномерно на холст. После высыхания я решила сделать разводы, поэтому добавила еще краски и нанесла ее на выступающие области холста. Для серого полотна я также грунтую и покрываю белой краской, как для розового. Потом смешиваю белый с черным и покрываю ткань серой краской. После высыхания наш фон готов к работе. А теперь немного заметок. Холст получается легким, и его можно прикреплять к стене с помощью скотча. Если наносить краску толстым слоем, будут получаться трещины. Чтобы покрытие было равномерным, нужно тщательно прокрашивать каждый сантиметр. Для того, чтобы холст был ровным, нужно перед грунтовкой и покраской разложить ткань на гладкую поверхность или лучше натянуть. А также, чтобы цвет в начале был таким же, как и в конце покраски, нужно хорошо смешивать несколько красок, особенно на дне. Вот так вот можно сделать свой собственный фон нужного размера и цвета. Надеюсь, тебе понравилось видео и соответствующий значок загорелся. Подписывайся, чтобы не пропустить новые мастер-классы, а в социальных сетях можно посмотреть интересные кадры из видео и бэкстейдж. Ссылки на экране и под видео.